Новый день, новая торговая сессия. Я по-прежнему пока нахожусь в деревне у родителей. Времени торговать особо много нету, но понемножечку все равно посматриваем на графики и продолжаем ежедневно записывать новые торговые сессии. Сегодня, начиная с баланса 48, вчера был быстрый такой неудачный день. Ну, я думаю, вы видели последнее видео. Там просто 3 сделки, 3 в убыток, и еще и по одной размазало там. Убыток намного больше был, чем стандартный. Так что сегодня начинаем с такого баланса. Риск на сделку у меня 3%, риск на всю торговую сессию 10%. Открыл я первую сделку по монетке Alpine. Надеюсь, я правильно прочитал название. Так, ну тут мы видели довольно-таки сильное снижение. После этого цена, можно сказать, остановилась, и все попытки роста у нас довольно-таки сильно продаются, и роста дальнейшего никакой не происходит. Довольно-таки сильными импульсами все попытки отката продаются, и на этом фоне мне показалось, что будут трейдеры, большинство в этом накоплении, заходить в шорт. Так как вот был небольшой импульс вверх, который сразу же продали, немножечко постояли, еще одна была попытка, ее моментально продали. На этом фоне довольно-таки опасно открывать лонговые позиции, потому что, в принципе, монетка сильно падает, и все попытки роста у нас продаются. Именно поэтому, мне кажется, тут есть возможность зайти еще и в шорт с коротким стопом в 1% и брать продолжение, дальнейшее движение, падения вниз. Именно поэтому я открыл здесь лонговую позицию и хочу взять 1% на просто какой-то вот перемаксимум, обновление максимума. Случился довольно-таки сильный импульс вниз и закрыл у нас по стоп-лоссу. Кстати, хочу посмотреть, не размазало ли меня здесь, потому что минус вот таких тейк-профитов и стоп-лоссов может закрыть совсем не по той цене, на которую я хотел поставить свой стоп-лосс. Сейчас посмотрю быстренько. Да, у меня стояло минус 1,5 доллара, закрыла на минус 2,6. Надо с этим что-то делать. Надо. Это уже и вчера была такая ситуация, и сегодня первая сделка с нее началась. Надо как-то это пофиксить, потому что какой-то процент сделок, если будет у меня закрываться именно в 2 раза по большему убытку, статистика будет совсем другая. Открыл вторую позицию. Давайте быстренько выставлю объем на take profit, чтобы поставить заявкой, а не, точнее, лимиткой, а не заявкой. Хотел я взять здесь буквально 1% какое-то движение. Давайте напробую 50 вот здесь. Так, я увидел здесь, что цена довольно-таки сильно выросла. Она сейчас довольно-таки сильно пампится. И мне кажется, трейдеры в большинстве случаев любят торговать по тренду. И поэтому здесь будут искать точки входа для входа в лонговую позицию. Тут вот была похожая ситуация, цена довольно-таки сильно выросла, немножечко постояла, не было никаких сильных откатов и дала импульс вверх. Тут у нас же аналогичная ситуация, мы стоим, у нас нету никаких сильных откатов, трейдеры видят, что покупатель здесь не очень сильный, точнее продавец не очень сильный, цену некому толкать вниз, и на этом фоне, мне кажется, попытается ловить какое-то импульсное движение вверх. Поэтому, по моему анализу, вот в этом накоплении большинство трейдеров заходят на продолжение в лонг и пытаются поставить какой-то короткий стоп в 1-2% вот за вот это накопление. Решил здесь перезайти. Потому что у меня было вот несколько ситуаций, когда выбивало меня по стопу и шло ровно сразу же к тейк профиту. И мне эта ситуация очень напомнила
прошлые, потому что, в принципе, скажем так, логика сохранялась, и то, что меня выбило, не отменяло сценария, именно поэтому я и попытался перезайти. Скорее всего, точнее, я допускал возможность, что мы сможем быть какой-то сквиз вверх, но я почему-то думал, что именно если монетка такая волатильная, мы не будем еще наверх ходить, мы, скорее всего, сразу пойдем на низ. Именно поэтому я решил рискнуть и зашел сразу же, не дожидаясь этого сквиза вверх, но все-таки лучше бы я его подождал. Ну, этого я знать не мог, поэтому пришлось действовать по ситуации. Только в моменте, когда я эту сделку открыл, я увидел был, что у меня уже дневной лимит достигнут на прошлой сделке, и я, по идее, эту открывать уже не должен был. Поэтому я даже немножко превысил свой дневной лимит. У меня дневной лимит достигнут, но я не удержался и еще раз перезашел по вот этой сделке. Это уже явное нарушение торговой стратегии. Так что вот так. Все-таки случился здесь импульс, и меня закрыло по тейк-профиту. Но все равно такие нарушения в долгосроке у меня закрываются в основном в убытке, поэтому мне нужно было открывать эту сделку последнюю. И, скорее всего, я просто в этом накоплении плохо зашел. Все-таки я был прав, здесь заходили в лонг, но похоже, что и много трейдеров заходили также в шорт. Так как мы стояли на максимумах, была возможность заходить в шорт с коротким стопом, и все-таки сразу пошли брить шортистов. И я оказался в их числе. А потом уже резким сквизом это движение было почти на 4%, и потом мы закрыли тех, кто и открывал лонговые позиции. На этом падении я уже взял свой небольшой тейк профит и получил прибыльную сделку.